Отгадайте загадку. Ни землепашец, ни кузнец, ни плотник, а первый на селе работник. Лошадь. Помимо работ в поле, лошадь всегда использовали как средство передвижения. А какие средства передвижения есть в современном мире? Отгадайте загадку. Была телега у меня, да только не было коня. И вдруг она заржала, заржала, побежала. Глядите, побежала телега без коня. Машина. А как другими словами можно назвать машину? Транспортные средства. Слово «транспорт» перешло в русский язык из Греции. В переводе с греческого оно обозначает «перемещать». В ходе человеческой истории человек изобретал новые виды транспорта. Лишь одним ветрам послушным поднимался шар воздушный. Человек умел мечтать, человек хотел летать. Миновал за годом год, появился самолет. Вот так с каждым годом, веком совершенствовался транспорт. Зачем человеку нужен транспорт? Ведь обходились же люди без него в далеком прошлом. Ходили пешком из одного поселения в другое на небольшие расстояния. Сегодня нас ждет увлекательная тема «Зачем строят корабли?». Посмотри, пожалуйста, на картинки, какие они бывают разные, и у каждого корабля свое значение. Давай будем читать название корабля и думать, для чего же оно приспособлено. Читай первое. Рыболовное судно. Так, это судно для того, чтобы Ловить рыбу. Да, посмотри, где сеть, где там рыбки, вот, ага. Хорошо, следующий корабль какой? Военный корабль. Да, для чего он нужен? Раньше, когда война была, военные корабли использовали, чтобы защищать на воде. Так, и сейчас тоже они патрулируют, границу нашу охраняют, они тоже стоят на службе. Хорошо, следующее судно. Исследовательное судно. Почти. Исследовательское судно. Для чего оно нужно? Чтобы? Исследовать. Правильно, что-то исследовать. У него, видишь, какие локаторы, большие тарелки, да. Хорошо, следующее судно. Грузовое судно. Оно для чего? Чтобы перевозить тяжелые грузы. Отлично, да. Почту там. Там много чего можно перевозить. Хорошо, следующее. Пассажирское судно. Так, оно для чего? Чтобы перевозить пассажиров. Правильно, из точки А в точку Б. И последнее маленькое это? Яхта. Для чего это? Просто поплавать. Правильно, для отдыха. Молодец. В рабочей тетради поработаем и узнаем, зачем строят корабли. В прошлом люди плавали на парусных кораблях. На них открывали новые земли, совершали кругосветные путешествия. Это было нелегко, ведь парусное судно зависело от воли ветра. Современным суднам, теплоходам, парус уже не требуется. Сегодня на океанских лайнерах путешествуют туристы, чтобы своими глазами увидеть далекие страны и города. Сейчас посмотрим на фотографии. Вот одна, вот вторая. И подумаем, что изображено на старинном рисунке и на современной фотографии. Что здесь изображено? Корабль. Корабль. Какой он? С парусами. Вот, с помощью вот этих парусов у нас корабль двигается правильно. А современные средства плавательные нужны паруса современным? Нет. А с помощью чего они двигаются? С помощью двигателя. Молодец, там огромные такие лопасти, винты. Они отталкиваются от воды и передвигаются. Все верно. Так, ветер попутный. На горизонте чисто. Рулевой, 40 градусов влево. Есть 40 градусов влево. Теперь поговорим о самолетах и узнаем, для чего же их строят.
Посмотри, пожалуйста, прочитай название и скажи, в чем их предназначение. Пассажирский самолет может перевозить людей по небу. Правильно, они перевозят пассажиров. Хорошо, следующий самолет. Военный самолет Что он делает? охраняет Защищает. Откуда? с неба. Да, с воздуха. Хорошо. И последний. Грузовой самолет Он? перевозит грузы. Отлично. Вот, пожалуйста. Приятного вам полета. Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров над землей. Капитан Иннокентий желает всем приятного полета. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы говорили о воздушном и водном транспорте. Зачем их строят? Чтобы защищать границу России, перевозить людей и грузы. На этом все. Всем удачи и всем пока-пока.